Так, друзья, всем привет! Вы на канале Своими руками. Новое название Захарята Своими руками. С вами Макс Захаров. И мы продолжаем тему «Строим баню». И наконец-то подошли к такому интересному вопросу. Вентиляция в бане. Друзья, но перед началом этого ролика всем рекомендую, даже настоятельно рекомендую пройти вниз в описание и подписаться на наши соцсети. Это у нас телеграм-канал Дзен, Яндекс.Дзен канал дублирует все ролики, и группа ВКонтакте, YouTube канал могут в любой момент заблокировать. Монетизацию со всех сняли уже, ряд каналов уже блокируется, наш канал может исчезнуть. И чтобы не потерять связь со мной, если вам действительно канал интересен, важен, информация интересна, то прошу для дежурного варианта, для запаски подписаться на вот эти соцсети все. Очень много вопросов по поводу вентиляции в бане. Сразу скажу, ребята, вентилирование и кондиционирование помещений — это очень такой обширный сегмент. Если сделать качественную, грамотную вентиляцию, тут нужно обращаться к специалистам. Чуть позже вы поймете, к чему я это все говорю. Но так как баня, скажем, такое помещение нежилое, но что-то а-ля сделать надо, хотя бы что-то мы сейчас рассмотрим, покажу. В общем-то, мы построили баню, фундамент, стены, утепление, крышу, это все в предыдущих роликах. Ссылочки на все ролики будут снизу в описании. Самая простейшая вентиляция — это наше окно. В любой бане я рекомендую делать окно. Даже если вы сделали вентиляцию помимо окна, приточную, точную вентиляцию, все равно рекомендую сделать окно. Для того, чтобы вы могли мгновенно сделать залповое проветривание. Ну и второй момент — это естественный свет. Если у вас, допустим, вы моетесь в бане, там перегорела лампочка, у вас хоть какое-то будет маломальское освещение, скажем. Многие спрашивают, лучше сделать ли вентиляцию через проход, через крышу, или же через стену делать. Если у вас вентиляция будет проходить через кровлю, это не очень, конечно, хороший вариант именно для бани. Когда теплый воздух у нас будет по трубе подниматься, на выходе он будет охлаждаться. Даже мы сделаем здесь утепление качественное, ситуация будет такая. Пока у нас в бане паримся, моемся, воздух очень влажный, это все будет вроде как работать. И чем плачевна ситуация? Когда мы баню перестали использовать, теплый воздух, который тут шел, вот этот куржачок, влага, труба начинает остывать, воздух уже не проходит. Некоторые даже делают заслонки, вроде заслонку закрыли, чтобы теплый воздух не уходил вверх. Тем не менее, на внутренней части трубы остается влага. Она начинает в виде льдинок, в виде куржака, снега зарастать. Если же заслонки здесь нет, еще хуже. Теплый воздух выходит, пока не остыл, и это все нарастает, нарастает. Соответственно, когда мы пришли в баню в следующий раз, там через 2-3 дня, в бане прохладненько, начали топить, теплый воздух опять пошел, труба начала нагреваться, и куржак начал таять. И у нас, получается, вода начинает капать интенсивно с трубы наверх. И совсем не очень приятное явление, когда у вас холодный душ сверху капает. А может вообще куржаком до того зарасти, что даже вентиляция не будет работать, просто будет здесь пробка. Почему, допустим, в доме она хорошо работает? Потому что в доме у нас всегда тепло, теплый воздух постоянно идет через трубу, то есть это непрерывный процесс. Баня, так как у нас промерзаемая, это по отношению к промерзаемой бане, в ней высокая влажность, плюс она промерзаемая, и вот эти вот постоянные изменения, они могут плачевно сказаться. Конечно, может быть, все качественно утеплено и в какой-то момент будет работать какое-то время, но очень часто с этим сталкиваются. В общем, подошли к тому, что боковой у нас выход вентиляции для бани более благоприятен. Поднимаем трубу. На какую высоту поднимать трубу? Некоторые говорят, нужно выше конька, там, а чем выше, тем лучше. Нет, ребята, это вентиляция, это не дымоход. Высота вот этого колена примерно выше края кровли на полметра, можно на метр сделать. Примерно до 2 метров вот это колено, и этого в принципе достаточно. Длинную трубу делать тоже не рекомендуется. Почему? Потому что чем длиннее труба, теплый воздух выходит, он поднимается вверх, все выше и выше, он остывает, остывает, в конце начинает он становиться холодным, соответственно, конвекция хуже, движение воздуха теплого вверх останавливается, может создаться пробка. Чтобы этого не было, трубу длинную делать не надо.
Опять же, сделали трубу, уклон маленько делаем из бани. И в этой части можно сделать, не можно, а рекомендую сделать небольшое отверстие. Если будете из отводов каких-то собирать, то сделать маленький отвод здесь. Можно его открытым оставить или отверстие просверлить, можно заглушку куда делать. Воздух будет подниматься вверх, какой-то тут куржак, потом будет подтаять, он побежит, будет вытекать и тут на землю будет вытекать. Также уклон для этого и делается. Если какой-то конденсат будет, чтобы он стекал из бани, а не внутрь в баню. Все, конденсат будет выбегать и сюда. Соответственно, через это отверстие, если у нас тут куржак набился, можно будет выйти, засунуть даже шомпол какой-нибудь, проволоку и прочистить трубу. Это тоже плюс. У нас получилась, в принципе, верхняя вентиляция. Проход делают, ну, стараются примерно 250 миллиметров от потолка. Чем же хороша верхняя вентиляция? Тем, что печь у нас нагревается, теплый воздух стремится вверх. И, естественно, теплый воздух, сразу попадая в трубу, качественно ее быстро прогревает. И у нас хорошая вентиляция, то есть хорошая тяга получается. Вентиляция, все вылетает наверх. Это же хорошо, и это же, соответственно, наш минус. Так как это у нас баня, нам надо создать тепловой такой пирог в верхней части, в которой мы будем париться. И нам совсем не нужно, чтобы теплый воздух улетал у нас в трубу. Поэтому грамотные люди придумали вентиляцию БАСТу. Соответственно, к этой нашей вентиляции добавляется еще труба вниз. В таком положении оставляется, ну или же поворачивается куда, в какую сторону для удобства. И здесь делаются заслонки. Заслонка ставится здесь, заслонка ставится здесь. На время, когда мы начинаем топить нашу баню, соответственно, вот эту заслонку мы верхнюю закрываем. И можно закрыть даже нижнюю заслонку. Зачем же нужна нижняя заслонка? Когда мы топим печь, у нас получается прогревается воздух, теплый воздух в районе печи нагревается и поднимается интенсивно вверх. Проходя по кругу, опускается вниз. Тем самым печь у нас расходует воздух, под низом подсасывает холодный воздух. Соответственно, может создаться обратная тяга без этой заслонки. У нас может быть подсос холодного воздуха с нашей вентиляцией до тех пор, пока она не прогреется вся качественно снаружи. Когда прогреется, естественно, он остановится, но первое время, пока вы будете топить баню, у вас будет с нижнего патрубка попадать ледяной холодный воздух с улицы, засасываться. Такой момент бывает. Для этого лучше сделать здесь заслонку в нижней части. Соответственно, когда мы баню все качественно протопили, и нужно нам пользоваться ей, верхняя заслонка остается закрытой, здесь создается теплый мешок до какого-то уровня, воздух поднимается здесь, начинает опускаться вниз, и там, допустим, до середины, ближе к полу, это все теплый мешок. В подходе к полу он охлаждается. Так вот, вот этот так называемый отработанный воздух, он как бы нам уже и не нужен. Так как он поднялся вверх, мы тут сидим, дышим им, выдыхаем его, то есть он это опереженный, отработанный воздух, условно. Вот его-то нам не нужно как бы удалять из бани. Соответственно, патрубок нижний открывается, и вот он засасывается. В таком выполнении, естественно, у нас возникает вопрос, а откуда же поступает свежий воздух, если у нас отсюда выходит, а поступает откуда? Ну, момент первый. Если у вас вообще не сделана никакая приточка, то у нас всегда, скажем так, все здания дырявые, ну, образно говоря. Где-то есть всегда подсос свежего воздуха. Неплотные двери, окна, там, в пол где-то или еще что-то. Соответственно, подсос воздуха всегда существует. Так как бани современные, плотно все упаковываются, пароизоляции, мембраны, все делается. Соответственно, с приточки свежего воздуха люди стали замечать, не хватает. Соответственно, что для этого начали делать? Начали люди делать приточку под печь. Прямо при проектировании еще фундамента и там бетонных полов, в область, где у нас будет печь стоять, делается приточка свежего воздуха. Свежий воздух, холодный, попадая сюда, печи поднимается, потом прогревается и кверху вылетает горячий воздух. Все, и начинается циркуляция. То есть у нас есть приточка, у нас нагревается свежий воздух и отработанный в принципе выходит. Идеальный вроде бы момент. Но
Опять же, идем дальше. Когда у нас работает печь, все, что топится, через топку сжигается очень большая часть нашего воздуха, который мы должны дышать. Он сжигается и вот вылетает на улицу. Очень большая часть воздуха. Соответственно, чтобы не расходовать наш качественный, хорошо приготовленный воздух, за которым мы тут уже гоняемся, да, смастерились его, начали выполнять дальше конструкцию. Прямо от этой же приточки, чуть дальше, проводится еще труба через пол и подводится к топке. Холодный воздух сразу засасывается в топку. Печь наша питается холодным воздухом с улицы и выгоняет его в виде дыма обратно же на улицу. Теперь маленько модификаций. Что еще как улучшают вентиляции дальше. Так как это у нас бетонная чаша, как вы поняли, это проливной пол, вентиляцию вот эту опускают под пол. Все равно стремится вниз при остывании. Охлажденный, то есть это не значит, что он ледяной холодный, он гораздо холоднее, чем вверху. Но он все равно, соответственно, остается еще теплым. Он проходит сквозь пол, подпольное пространство, и уже потом засасываться вот в эту трубу, в вентиляцию. Что это нам дает? Нам дает это всегда максимально быстро прогреваемый теплый пол, то, что через него идет циркуляция. Также пол этот сохнет всегда быстро и качественно. Ну и, соответственно, подпольное пространство, вот эта бетонная чаша, она максимально быстро высыхает. Это опять же касаемо модификаций. Тут, получается, нужно экспериментировать. Я про этот момент 100% ничего сказать не могу. Как говорится, на свой страх и риск, тут смотрите, анализируйте. Ну а в среднем, по цифрам, вентиляция 200-250 мм, напишем вот так вот, от потолка. Нижняя часть вентиляции вот этой 350-400 мм. Дальше, по поводу диаметров труб. Опять же, я почему говорил, что лучше обращаться в профессиональные какие-нибудь бюро, которые могут качественно вентиляцию все вам рассчитать. Вентиляция качественно зависит от многих факторов. Объем помещения, какая у нас прибор отопления, высота потолков, там, объем квадраты, сколько у нас окон, двери, там, куча факторов. Соответственно, все это рассчитывается. Но так как у нас все равно это парная баня, печки всегда идут с запасом, то есть у них КПД гораздо выше, чем, допустим, для простого дома, для простого проживания, она способна переработать вот этот весь воздух. Соответственно, делаем, как говорится, колхозный момент, делают все трубы на глаз. Ну и в общем, правило такое. Если у нас вентиляционная труба 110, то приточная должна быть гораздо меньше. От 50 начиная, там, ну и там, что там найдете, 60, там, что там у вас есть. Смысл в том, что приточная вентиляция, диаметр должен быть заужен, быть меньше, чем на выходе. Материал, в общем, который идет у нас, приточная вентиляция под печь, ее можно в бетоне закладывать, простую там трубы пластиковые какие-нибудь подбирать, тут особой разницы нет. Именно сам выход, только тут нужно качественно, грамотно организовать, чтобы у вас там мусор не падал, не скапливался. Ну и, соответственно, если искры будут за лак-то падать, внутрь не упала и пластиковая труба, естественно, чтобы не загорелась. Тут нужно, конечно, какой-то металлический сделать. Эту же трубу пластиковую делать нельзя. Во-первых, пластик в бане не есть хорошо, то, что нагревается. Во-вторых, она будет отсекать у нас и может создаваться интенсивный конденсат. У нас должен быть тоненький материал и максимально прогреваться быстро и выходить на температуру. Это, соответственно, должен быть металл. Металл какой? Нержавейка, ну, оцинковку трубы делают, да, там подбирают люди. Но оцинковка для бани тоже не совсем подходящий материал. Цинк при нагревании выделяет цинковые пары, которыми можно даже отравиться при больших количествах. Соответственно, для бани в местах, где он нагревается, цинк я бы не рекомендовал делать. Это как минимум вредно. Нержавейка дорогая, да, но тут уж выбирайте самим, ребята. Соответственно, идеальный вариант, скажем, нержавейка для вентиляции
все эти узлы есть, все собрать можно прямо из нержавейки. В бане нержавейка, на выходе тут можно там какую-то оцинковку, скорее всего, сделать, чтобы удешевить конструкцию. Тут на ваше усмотрение. Про верхнюю вот эту заслонку. Зачем же она нужна, если она у нас практически всегда закрыта? Она нужна как и окно для залповой вентиляции или для просушки. Когда вы закончили все процедуры или между парением, там, допустим, вы попарились раза 2-3 и ушли отдыхать, с компанией сидите, и чтобы вам обновить тут воздух интенсивно, окно не открывать, потому что залпом можно все выветрить махом, а открываете верхнюю вентиляцию. Тогда у вас начинает уходить интенсивно отработанный воздух, влажность, и как бы вы проветриваете тем самым, потом за несколько минут, скажем, перед тем, как опять посетить парную, закрываете эту заслонку и благоприятно продолжаете там свои процедуры. Момент такой, что общаясь с людьми, с некоторыми, у них вот эта заслонка и нижняя всегда открыты, даже при парении. И они говорят, нам комфортно, и даже какие-то там потери идут, нас, говорит, это никак не смущает, и им так комфортно. Поэтому тут будете как бы экспериментировать. В общем-то, друзья, вот так вот примерно рассказал основы, рассказал то, что знаю, какие были у меня там в голове знания, с вами поделился. 100% тему до конца эту не раскрыл, так как эта тема, еще раз повторюсь, очень обширная. Знаний у меня по этой теме не так много, личного опыта, я имею в виду, не так много, чтобы чем-то делиться и конкретно рассказывать про какие-то там узлы, какие-то там материалы, из чего можно покупать, что сделать, на чем сэкономить. К сожалению, этого вам рассказать не могу. Рассказал основные принципы в бане, как можно делать вентиляцию, чего достигать, что я видел, то, что где-то мы использовали. Надеюсь, ролик был полезен. С вас обязательно пальцы вверх, обязательно лайкусики, помогают продвижению канала. Ну и кто еще не подписался, подписывайтесь. Все соцсети обязательно, ребята, подпишитесь. Ну и начальные ролики, как построить баню, тоже там снизу. Все, всем пока. Если что-то есть добавить, обязательно пишите. Ну или прокомментировать, или изменить что-то там, какие-то ошибки. Все воспринимаем. Все, до свидания.